Компания Mercedes-Benz представила на Мюнхенском автосалоне седан EQE, который, как следует из индекса, является электрическим аналогом традиционного E-класса, а производитель напрямую его называет конкурентом Tesla Модель S, Porsche Taycan, Audi e-tron GT и BMW i4. EQE делит с флагманским EQS платформу и во многих отношениях является его уменьшенной версией. Хотя фирменная для суббренда лицевая черная панель на месте радиаторной решетки, за которой спрятан комплекс датчиков, и светотехника здесь оригинальной. Еще новинка получила оригинальные 19 или 20-дюймовые колесные диски, а также фирменный AMG обвес. Но в остальном у них тот же обтекаемый силуэт, тоже боковое остекление с дополнительными окошками сзади и безрамочные двери похожей формы. Габариты машины 4946 мм в длину, а также 1961 мм и 1512 мм в ширину и высоту соответственно. При этом колесная база электроседана составляет 3120 мм, объем багажника 430 литров. Таким образом, она примерно на 22 см короче S-ки, а по расстоянию между осями проигрывает 9 см. А вот в аэродинамической эффективности разницы нет. Обе модели имеют рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления в 0,20. Если же вам интересен флагманский EQS, то советую посмотреть мой подробный обзор модели. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце видео. В салоне Mercedes-Benz EQE по умолчанию установлена раздельная цифровая приборная панель и тачскрин мультимедиа, но за доплату его можно оснастить изогнутым экраном MBUX Hyperscreen, соединяющим под общим стеклом приборку, модуль информационно-развлекательной системы и OLED-дисплей для переднего пассажира. Общая ширина конструкции с интегрированными дефлекторами составляет 141 см. Информационно-развлекательная система оснащена 8-ядерным процессом и 24 гигабайтами оперативной памяти. При этом для переднего пассажира предусмотрен отдельный 12,3-дюймовый экран с доступом в интернет. Под стеклом гиперэкрана установлено 12 актуаторов для обеспечения обратной связи за счет щелчков и вибраций после нажатия. Причем ее интенсивность зависит от силы нажатия на экран. Кроме того, в состав современного комплекса входит специальная камера, которая следит за направлением взгляда водителя. Если он отвлечется на пассажирский дисплей, система автоматически снизит его яркость до минимума. Среди других инновационных технологий в EQE присутствует сканер отпечатков пальцев и навигация с поддержкой дополненной реальности. По внутреннему пространству EQE обгоняет E-класс. В частности, общая длина салона больше на 80 мм, а в плечах он шире на 27 мм. С новинкой старший лифтбэк EQS поделился электроприводом передних дверей и даже опциональными фарами Digital Light, которые могут рисовать на дороге подсказки для водителя в виде стрелок и символов. В каждой фаре установлено 3 мощных диода и матрица из 1 300 000 микрозеркал, управляя которыми электроника создает изображение. Поначалу у машины будет 2 версии. Пока что только представлена одна, самая простая модификация EQE 350 с единственным двигателем с отдачей в 215 кВт, 290 лошадиных сил и 530 ньютон-метров. Синхронный электромотор с постоянными магнитами и 2 обмотками по 3 фазы входит в состав модуля EATS и установлен на задней оси. Батарея с используемой емкостью в 90 кВт-часов обеспечивает седану пробег на зарядке от 545 до 660 км по циклу WLTP в зависимости от комплектации. Позднее в гамму EQE войдут заряженная вариация мощностью около 500 кВт, 680 лошадиных сил и модификации с полным приводом, у которых модуль EATS добавлен спереди.
Немцы указывают, что при зарядке постоянным током за первые 15 минут подключения можно получить энергии на 250 км пути. Конечно же, предусмотрена зарядка от сети переменного тока. Бортовое зарядное устройство для нее имеет мощность 11 кВт, а в виде опции доступно 22 кВт. Наполнение батареи при таком методе занимает 8 часов 15 минут или 4 часа и 15 минут соответственно. Для повышения эффективности использования энергии водитель может выбирать из 3 уровней рекуперации при опускании педали акселератора. Или включить режим автоматического выбора уровня, при котором электроника будет подстраивать его, исходя из дорожной ситуации. Навигация Electric Intelligence подберет оптимальный маршрут с учетом доступа к зарядным станциям. Энергосбережению способствует развитая система терморегулирования батареи и преобразователя тока, в которой тепло от электрических узлов используется для обогрева салона в холодное время года. Есть также выбор из 3 режимов движения – спорт, эко и индивидуальный. Зарядка от колонки постоянного тока при мощности до 170 кВт занимает 32 минуты с 10 до 80%. Подвеска 4-рычажка спереди и многорычажка сзади тесно связана с подвеской S-класса и в виде опции может быть адаптивной пневматической Airmatic ADS+. На скорости выше 120 км в час она снижает клиренс на 20 мм. На малых скоростях до 40 км в час нажатием кнопки машину можно приподнять на 25 мм от среднего положения. В состав комплекса безопасности электрического седана вошла система автоматического экстренного торможения, управления головной оптикой, предупреждение столкновений, а также предотвращение выезда из полосы бокового удара, отслеживание слепых зон и дорожных знаков. Выпускать электрокар будут заводы в Бремене для мирового рынка и совместные предприятия в Пекине для Китая. Начало продаж намечено на середину 2022 года. Цены пока не объявлены. Какой электромобиль, по вашему мнению, выглядит интереснее? Новый седан EQE или его старший брат лифтбэк EQS? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.